Ай, ну, как говорится, давай, Сусик! Здрасте. Сус, команда вся твоя, вот этот вот красивый, который вот этот вот на гитаре-то у тебя бринкает. Вот, привет вам, ребята. Все топят, смотри, весь чат, 100 500 миллионов, он человек сидит вот. Сус, а как я могу отказать? Значит, Сус, тем более, тоннели под ядерным реактором, куда они ведут? Лайк поставил, колокол засандалил, все, названивает, вот тут напоминаю, ссылку на оригинал внизу в описании оставлю, переходите, смотрите, поддерживайте. Ребят завозят годный контент. Ну, а мы, ну, как говорится, поехали. Фонд зашкаливает, находимся Пожилое уже облучение. на пятой очереди строительства Чернобыльской электростанции. Кого? Ждем Сусика, ждем Криосусика и Камрадика. Сколько их всего, народу? Ну что, комрад, готов? Да. Я за искусство. Опять ты за свое начинаешь, меня сюда притащил мороз. Ребята, Это все Сашка Криосан, или это Бон, или это комрад, или это мы все вместе опять по морозу сюда добрались. Минус 20, друзья, 23 февраля, и мы снова в зоне отчуждения. И с подводным дроном, друзья, смотрите, что у нас есть. Водка подземная, класс. Я, вы знаете, вот, честное слово, вот это такой вот кусок позитива, мне кажется, это вот 100%. А если 50 грамм, то там вообще нормально пойдет. Вот честное слово, вот согласись? Будем гонять ее сегодня, смотрите, две дырки есть. Папочка. Можно в две дырки работать. Будем, короче, сегодня испытывать под эти вот. Помните, вы туннели не закончили? Мы сегодня их закончим. Прорубаем полонку, я костюм взял водолазный. Туда опущусь. Ой, буду там, короче, пробираться. Но нам нельзя долго здесь находиться. Здесь, видите, следы очень сильно натоптаны. И надо быстренько отсюда убегать. А Мы и что так с уже лицом шли у ночью, ансамблов? да. 23 февраля, день влюбленных. И мы летим. Ребята, погнали с нами. Все, на 4-й реактор идем. Пошли. Да! Все, погнали. А ну стой, у кого есть дозиметр? А какая... Покажи. Он? Почему он сигнализирует панически? С закрытой крышкой. Ну, может, потому что вы в Чернобыле, нет? Да ладно! Это Что вообще происходит? Это с закрытой крышей. Где-то больше, где-то меньше. Вот там точки есть горячие. Да. Мы там стояли. Мы этим дышим. Камрад, кто тебя луснул? А? Кто тебя луснул глаз? Скрипач. Да, Да, добрался за, таки. за скрипку. Я вот взял вот такой вот молоточек, буду скрипку его разбамбливать. Так что голосуйте, если хотите увидеть разбитую скрипку. Нашел два лома, будем сейчас долбать. Тогда что, идем сразу к подвалам? Погнали? Да, идем на подвал и тащим все вещи. Мне кажется ли это съемки да, Fallout Сжигали фильма? медь, а мы идем плавать в подвалы 5-го энергоблока Чернобыльской электростанции недостроенного на нашу экспедицию. Но, скорее всего, там все замерзло и лед. Будем разбивать лед. Если же там не замерзло, Мне будем плыть на кажется, лодке. минус 20 это будет от винта. Эти волки заходили на реактор. Тут следы волчьи. А ты разбираешься по анатомии? Ну да, это видно, либо собака здоровая, либо волк. Вы посмотрите сами на эти следы, скажите в комментариях, что это за дичь такая лазит в Чернобыльском атомном реакторе. А что думаешь, тут в этом бетонном капкане сейчас в разгар зимы теплее, чем на улице? Да, дело в том, что сейчас, когда сильные морозы, волки очень злые и готовы нападать на людей. Они могут заходить в помещения, могут заходить в здания, в том числе в Чернобыльский атомный реактор. Поэтому нам надо быть очень осторожным. Странно, на ваши следы вроде похожи. Я что-то не понял, блядь. Ты что, прикалываешься, что ли? Че, блядь? Может, это кролики-мутанты? Ну, атмосферно, если одному туда зайти будет, ну, такое. Интересно, а там большие крысы есть радиоактивные, вот с такими вот глазами. Аккуратно ямы. Куда нам, вы помните? Вверх, сюда, по этой. Вон туда.
Слушай, это ж кто-то... Это ж кто-то из них знает, куда идти. Сюда? Здесь, наверное, знаешь, кто живет эти? Супер ниндзя черепашки, панцирь носим как рубашки. Подсади меня. Ребят, сейчас мы переходим из... Тихо, тихо. Сейчас мы переходим из масс-жала. Сейчас мы переходим из масс-жала. Блин, масс-зала. Нормально. Масс-зала. Тихо, тихо, тихо. Говори, Жава. Сейчас мы переходим из масс-жала в, собственно, сам атомный реактор. Но этот переход на улице. Надо очень тихо идти, потому что мы оставляем след. Буква Ю. Тяжело. Это когда я своим тиммейтам в КС объясняю то, что нам надо выиграть катку. И мои тиммейты. Выиграть катку, да? Ты что, дурак? Полиция. Идем тихонько, погнали. А куда идти показывай? Сюда, вот надо перелазить. Тут вообще никого не было. Смотри, не было полиции. Чисто. Осторожно. Проходь. Опа. Зацепилась. Есть. Давайте, пацаны. Нормально, все, можно идти. Ходят они опасно. Интересно, что они с собой столько несут. А индивидуальная защита нужна? Вот, видишь, защита. А можешь тело мы лизнуть? А, я знаю. Скрестить языки вот так вот и сюда лизнуть. Можешь? Вдвоем сразу. Вдвоем сразу и скрестить. Нельзя, потому что тут радиоактивная грязь. Чтоб я твой посох полезал? Или Да. Вот ты балованный. Посмотрите, пацики, какая лютая зима. Повмерзали целиком ведра. Полностью все заледенело. Смотрите. Сейчас Там, будет да, самый прям опасный хорошо. переход. Мы будем лезть в дыру, которая выдолблена в стене атомного реактора. Саша, слышь, а что лед с радиацией, как взаимодействует? Очень хорошо. Если есть лед, если есть снег, радиация уменьшается. Лед скрепляет частицы, они не летают в воздухе. Так что мы в безопасности. Это он сам придумал или на самом деле? Бон, это мы первый раз с тобой в зоне. А ты когда последний раз был тут? Ну, звучит правдоподобно, Не кстати. помню, то ли летом, то ли весной я был. Мы вот проходили, смотрели, там была куча металла, ее уже нет. Ну как вы думаете, У куда тебя она делась? носик замерз носик у Минус Бона. 20. А под землей, там как ты думаешь, теплее или холоднее? Я думаю, теплее. Плей должно быть, Пойдемте, конечно. друзья, вниз. Мы взяли 2 лома, сейчас расколупаем дырку и засунем комрада под лед. Это будет самый лучший. Только чтобы он не слышал. Только чтобы он не слышал, потому что он костюм одел, я ему хочу сзади его распороть и туда льда напихать, чтобы под лед засунуться. Опа, палево. Если они меня пригласят на съемки, я теперь 10 раз подумаю, идти или нет. С Лукой тоже так начиналось. Это клетка для неугодных. Тут дизлайщики Криосана сидят, кукарекают. Да или нет? Нормально. Крек, комрада, бонус, супер, сан! Команда идет покорять подледные подземелья. А ты проведешь мне свое влагалище? Нет. Оно уже занято. Ах ты же скотина! Ты в телевизор хоть детям не говори. там Давай, дети ты смотрят. ютубщик, вперед, покорять вагину. Вы ничего не слышали? Саша, это что, графитовые стержни? Походу, это охлаждение. Вот хочется потрогать, но нельзя. Вот за Смитом вообще вдалеке что творится. Ты все-таки дотронулся. А что, нельзя их трогать? А кто его знает, чем они внутри? Смотри, они какие-то цирконевые. Я так и знал. 160, 150, это многовато. 110, 140. А тут у тебя вообще много. 200. Получается, радиация идет как с какой-то другой стороны. Радиация идет оттуда, откуда мы не ждем. Все, погнали скорее в дырку, нам туда залазить. А то мы облучимся. Саша,
Дырка в жопе, там отверстие. Прекрати стержни трогать. Не, ну вот это вот гениальная идея. Давай залазь. Нам один дом хватит. Я нахуй, я его тащил, давай залазь, Ты говорю. что, ну домой тащи его. Ладно, погнали. У нас опасный переход, и лестница очень опасная. Находимся прямо под У тебя только что тип без рук поднимался по этой лестнице. В одной руке 2 канистры, во второй 75 пакетов. краном, с помощью которого возводили эти конструкции этого энергоблока. Сейчас уже будем заходить вовнутрь. Это выглядит вот так. Вот такое вот отверстие. А здесь внутри уже сам реактор. Скорее лезь! Что там говоришь? Брат пузатый. Брат, ты сколько штанов одел? 5? Нет, я уже потел. Пингвиничьи штаны. Пингвинево. Глянь, там лентяй. Кона! Хватит там свой инстаграм вести. Тише, народ, там рядом охрана ездит. Вот прям дорога близко, надо не шуметь. Пошел. Представляешь, хрусь. Ты за мой штырь, Санек! Берись за штырь! Давай! Да. Не, я передумал. Я передумал ехать туда. Вообще, в принципе, передумал. У меня теперь вопрос, кто и как выдолбил здесь такое дупло. Ведь это реально кто-то долбил. Вот это вот очень интересно. Когда двигаешься нормально, тепло становится. Это именно, чтобы вы понимали, воровское отверстие, проделанное мародерами для похищения металла из недр Чернобыльского реактора, 5-го именно энергоблока. Знаешь, сколько они долбили и чем? Ну, это сюда техника, это стопудово техникой. Недостроенного. Саша, Креосан, так а расскажи в натуре, как вот это отверстие образовалось? Это же просто прогрыз кто-то в стене, продолбил непонятно чем такую дыру. Можете себе представить, это мародеры. Я не знаю, как они выдолбали, чем они выдолбали. Это все ради того, чтобы снять механизм из гермодвери. Огромные двери вот как-то вытащили через это отверстие. Сейчас мы будем проходить, мы увидим их там. Камрад, как Каким думаешь, это молотком? отверстие рабочее? У тебя отверстие рабочее? Ну, если мы сюда проникли, значит рабочая. У тебя отверстие рабочее? Конечно. Испражняюсь регулярно. Мне жизнь, блядь, задавила, еще ты додави. Падла, блядь. Чем это тебя жизнь задавила? Я Харчами же ютуба старый. привалила или что? Кстати, недавно мерился, был 163. Вчера знаешь, померился сколько? Это ты за писюн 160. говоришь или за что? Я уже писюн в 14 лет перестал мерить. Прекращай этой херней заниматься. Пошли, 165. Как он так на 3 сантиметра меньше стал? Это как это, блядь, работает? Холодно вам? Сейчас, стой, вон, смотри в камеру. Слушай, ну я не представляю, сколько надо было долбить. Прям, видать, что-то сюда подгоняли. Что, Я, петляем? может быть, молотками Ну, за смотри, несколько это дней. свежие проводки или мне кажется? Да, свежие, это так и есть. Это их не было раньше. Вот их напиляли. Мы, кстати, недавно здесь были, и кто-то тут пилит втихую металл. Притом Думаешь, до сих цветной. пор? Прикинь, цветной металл. А ты видел, когда мы заходили, висели еще не спиленные провода алюминиевые, Да. огромные. Вот за ними придут скоро, я думаю. Так вот, проводы и приводы от гермодверей повыносили. Пацаны, ну после того, как вы сказали, что там огромные алюминиевые провода висят, я думаю, там скоро все вместе с реактором вынесут. Такой мини-робот. Глаза и рот. Ты гляди, какой у него взгляд. Это механизм от гермодвери. А где рот? Где рот? Вот, вот. На тебе! Народ твой поганый! На тебе красную защиту! Давай! 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 5-ю палату, пожалуйста. Докторы и... Да, Новосибирское отделение. Давай! В ротик, в ротик, в ротик, в ротик! Анекдотик, в ротик! Давай! Давай! Ладно, погнали, тише.
Полиция не дремлет. Я смотрю, ты это вот. Ты мстить хочешь? Ты что? У вас сперматоксикоз, господин. Я померил уже все. А у Саши зона токсикоз. Саша, тебе не хватает зоны в жизни? Я прошу прощения еще раз, а напомните, как зовут человека? Я случайно не смешное имя, а Алексей или как его? Случаем нет, не оно? Камрада сперматоксикоз, а у тебя зона токсикоз. А у тебя какой? Алексей. А у меня камрада никсикоз. Мне не хватает камрада в жизни. Больше хочу тебя. Ой, Аккуратно, я. аккуратно, очень скользко, можно прямо в яму ушить. Глянь. Глянь. И пошла дыра на нижний ярус. Оба. Слышь, какие махины забросили. Бачили? Ты посмотри, какая там глубина Аккуратно. Смотри, как они прогнулись. Ты же представь, сколько металлолома тащили, что так прогнулись швеллера такие огромные. Прям страшно представить. Не ходи за мной! Слизь, сука! Слизь, блядь! Слизь нахуй! Слизь нахуй оттуда! Слизь, говорю! Сука! Вон запущу! Я не представляю, что тащили. Саш, так удобнее будет? Да, так нормально. Рядом лежат, теперь не упадешь. Можно идти. Безопасно. Безопасно. Знаешь, толщина всех вот этих стен? Мы в каком-то промежуточном коридоре, уходит на верхний ярус и сразу же пирнает вниз. Прокоп, прогрызано, тоже непонятно что. Потому что так до следующего года весь реактор разберут. Так не, вы понимаете, просто телезрители, может быть, не все понимают, что происходит. Берут незаконно, вырезают отсюда металл и его продают в обычные города, обычным людям. Он идет в изделия, которые бытовыми все вы пользуетесь. Просто никто же дозиметры в бытовой жизни не использует. А вот это порубанное, оно все идет и растворяется в вилке, в ложке как минимум. В автомобиле китайские. А этот металл в Украину идет или за рубеж? И в Украину, и за рубеж. А на чем оно держится? Она еле-еле держится. Гляньте, чуваки, висит тонна железа. В прошлый раз ее не было, в свободном Я один Half-Life сразу вспомнил. телепается вот такая балка, непонятно на чем держится, в любой момент может рухнуть. Смотрите, как оно падало, как оно промяло днище. Просто сейчас зима, лед, Слышь, какой грохот был? снег заходит в щели и разрывает этот металл, уничтожает все это. Боно, как тебе ситуация в пятом энергоблоке? Очень печально, с каждым разом буквально прошло, ну даже не полгода, чуть меньше, вернулись сюда, и все гораздо более в плачевном состоянии. Металл вывезен, украден, все активно распиливается, и ну это ужасно. Уже, считай, сюда доступ закрыли. Штраф больше $1000. Вот, ввели за сталкерство. При этом экскурсии ездят 1000 в день. Деньги на этом зарабатываются, лес пилится, вывозится, металл вывозится так же самое. А Лес с Чернобыльской зоны пилится. сталкерам запрещают сюда ходить, чтобы мы не освещали, не показывали, что здесь происходит за кулисами. Так слышь, уже ж февраль настал. Мы что, под новые штрафы попадаем, если поймаемся? 30 тысяч уже штраф. 30 000 гривен штрафа. Это примерно $1000, ребят. $1100. $1100. Вы Просто будьте любезны, 70 с лишним тысяч. представляете, нам надо вести себя очень тихо и камраду не кричать, потому что если нас поймают... Прикиньте, нас 6 человек, это $7000. $7000 на ровном месте. Это как я свой Mitsubishi Lancer за столько продал. Я представляю, насколько голодные сейчас полицейские. Да. И как хотят нас поймать за $1000. В том-то и дело, что Жесть. они ловят не тех людей. Мгм. А вы как считаете, ребят, это правильно, что полиция подняла штраф до $1000 за посещение ЧЗО? Слышишь, Боно, такая-то... Но мы все понимаем, как это работает. Я был вот именно сверху, то есть сами подвалы не спускался, потому что они затоплены, но видел, как вы плавали на лодках и пытались проплыть именно в действующий реактор. Но там было очень сильно затоплено, и надеюсь, сегодня у нас получится с помощью этого дрона туда проплыть. Они вообще понимают, куда они лезут? Нет, я просто, они
отдают отчет вообще, куда они лезут? Взяли подводный дрон, запустим его под лед, запустим его на этот этаж полностью затопленный. И посмотрим. Вы сами все видите через камеру. Спасибо. где-то тут проход Заранее всем, секретный. не болейте. Чтобы потом туда занырнуть уже с аквалангами и проникнуть в 4-й энергоблок. Зевнул в себя чуть в На рот чем не оно порвал. держится? Оно получается приварено буквально на соплях. Если ее хорошенько раскачать, она отвалится. Зачем? Это единая конструкция, оно все завязано. Посмотрите, как оно Зачем вам это, мужики? падало, покорежило, вот все перемолотило. И теперь пока просто висит. Страх отсутствует. И вот этот металл, пацики, радиоактивный, весь пойдет на перепалку просто в наши квартиры, и никто не будет знать об этом. Представляешь, сколько людей? Я никогда на эту тему не задумывался, но ты представляешь, что вот человеку зевнуть на стриме? Ты представляешь, сколько их на ютубе сейчас зевнет? Там же несколько десятков тысяч человек сейчас. Причем зевают они, и те, кто рядом тоже их видит, тоже зевают. Представляешь, разом все зевнули. Какой-то массовый зев. Аккуратно смотри, какой ты становишься. О, расплавленное топливо. 111 дней жить осталось. M to the B is M to the B. Туго, а в другую сторону? Тоже туго. Представляешь, масштабы. Когда-то ведь в свое время, представляете, братцы, когда-то в свое время вот это все варили в каких-то заводах. Представляете, просто вот вы вдумайтесь, эти, блядь, вот эти вот гигантские масштабы, эти все крутилки, тоже принималось в Советском Союзе. Ты представляешь вообще, сколько людей над этим работали, где это все выплавляли? Это же труды просто, это какие там миллионы советских рублей, мне кажется, там и не миллионы, там... Механизм уже разобрали. Ну, нержавеющая сталь, чуть алюминия, ну, мародерам, в принципе, наживо легкая, легкие деньги. Вон, это у тебя специальный военный зимний? Конечно, альпийский камуфляж. Где еще один мне дать сюда, быстро. Бегом. Да давай, и сам погружайся. Давай свой чемодан. А ну залазь, сейчас порки дам. Залазь, сейчас порки дам. Что ты там клацаешь? Не клацай по ножовщине. Слушай, ну это вообще забей. Это, наверное, как в подводных лодках, да? Масштабы. Жесть. Аварийная, заходи. Хочешь задуматься. Вот такой маленький человечек и вот это вот вся махина. Скажи, что вот это за индикатор? Представляешь, это все сваривали, приваривали. Это сколько народу работало. Это же вообще просто. Часы, смотри, какие-то. Что оно показывает? Скорее всего, это давление. Все ведь это продумывалось. Представляешь, каждую деталь. Сколько инженеров над этим поработало, ведущих. Внутри. Давление, думаешь, что за давление? Ну, когда взрыв происходит, насколько он душит герму? А вот этот клапан спускают, если повышенное, да? О, сейчас клапан спущу. Хочет спустить. А я что-то клапан начал спускать, начал вонять. Ну, вообще, это гермошлюз. Лех, привет, как дела с залом? Мой дорогой друг. Если ты перейдешь вот сюда, вот давай как будто Анапа, солнышко 2014. Вот если сюда перейдешь, там сторис, и прям кружочек есть, спорт. Туда заходишь, там все с первого дня, как я питаюсь, как я вообще чё, как, зачем и почему. Переходите, пожалуйста. Держу в курсе, это очень интересно, для кого-то это полезным даже будет. То есть огромная Вот что-то гермодверь, вместе со мной. толщина металла, вот такая вот, очень толстая, ну столько. Здесь все управлялось автоматикой, хитросплетение проводов, это все было завязано на центральный советский компьютер, то есть ЭВМ. Огромный зал с такими вот компьютерами, размером, я не знаю, с автомобиль. Вот, и вот это все должно было в автоматическом режиме работать. Слышь, если бы он завис, этот компьютер, как бы они вышли? Не, это было безотказное То есть очень оборудование. надежное оборудование. Оно настолько безотказное, что современные даже ракеты до сих пор на нем летают, на этих микросхемах еще советских. Слышишь, Бон, ну современный 15-й iPhone кладет на лопатки ЕВМ? Ну, уже В как плане бы да. надежности, наверное, да? Ну, Чи нет?
Но все равно, как бы у айфона современная Какой? вычислительная мощность гораздо выше. Что, кстати, интересно, есть абсолютно целый такой советский компьютер, находится в 4-м энергоблоке. До сих пор уцелел? Да, ну туда Он, можно... наверное, очень радиоактивный, да? Нет, он туда вводит экскурсии, можно в теории можно попасть. попасть, Да. нажимать. Так, да не вопрос. Уже 5 вечера, надо побыстрее, потому что у нас время ограничено, надо успеть до темноты. Погнали скорее в под воду нырять. Я не понимаю, кто газ спустил? Запах такой. Вот смотри. Иисус напердел, ребята. Все, полезем в нору. Ходим аккуратно, нам туда. Интересно, какая разница температуры? Вот конкретно в этом месте. Над землей и под землей. Вот это вот очень интересно. Ваше мнение пишите. Очень интересно будет. Второй, давай! Камрад пердит. Слышал, как воняет? Полетели! Слышь, Бона, это от радиации так потолок попаяло? Получается, что да, фон повышен в 100 раз выше нормы. Что ты смеешься? Чего вы все смеетесь? Мне просто понять вообще, как это работает. Они вообще понимают, что если рядом в 100 раз повышен, то когда вот эта хрень пищит, там, наверное, вообще все хорошо. Ты что? Ты должен быть непобедимый, лизать эти штуки. Лизать, в рот брать все, что свисает. Давай, бери в рот, а ну, давай. Бона, ты должен быть бесстрашный. Вот эти штуки ты должен просто в рот брать. Брать все, что свисает в рот. Это просто необходимо Он не с Питера, нет? нормальному человеку, который связывается с радиацией. Брать в рот. Что ты делаешь? Это ж радиация, камрад, это ж Ничего страшного, Бона. Альфа-частица, это вызовет рак и смерть. в ближайшие Какой рак? У полгода. рака тоже в рот надо брать. Пошли. Даже у нас, говорит, таких кадров нет. Чуваки пишут в чате. Слышишь, Бона, так это тут что, получается, как бункер был какой-то или как? Вообще атомная электростанция это очень сложно. Ты представляешь, петля? Это петля. С голову с его. Петля, одна петля, мать твою, на нее. Ты представляешь, какая на нее дверь вешалась? Какой толщины, каких размеров? Вообще, вы представляете масштабы вот эти вот? Сложное инженерное сооружение. Здесь Слушай, а то, что они вот эту пыль все вдыхают... нет, все хорошо. многоуровневая система биологической защиты, разные контуры, отсеки, чтобы оно не пересекалось. То есть, чтобы в один отсек не могла попасть радиация в случае аварии, например, или прорыва трубопровода, есть дублирующие трубопроводы. Все было очень продумано, очень надежно и строилось на не то, что... Хотите прикол? Я только сейчас на эту тему задумался. Знаете, в чем прикол? А двери нет. Я только сейчас задумался над тем, что как бы петли-то есть, а двери-то нет. Художественный фильм «Спиздили». Ты представляешь, как? Ну как? Если она 5-10 тонн дверь весит. Если вы правду пишете, от 5 тонн весит дверь. От 5 тонн. Как ее туда выпереть наверх? Как? Чем ее надо вытаскивать? Чем? Вы просто вот 5 тонн, это как фуру тащить. на года, на века. Но, к сожалению, вот что имеем. Все разворовано, абсолютно День, я в услышал. упадочном состоянии, оставлено вот нам в таком виде. Жесть. Я так понимал, что это гермодверь тут Спасибо. стояла. Весом несколько тонн. Ну это блокировка двери. То есть вот это были петли, дверь закрывалась, и с помощью вот этих вот болтов резьбы Ты она... представляешь, что я тебе еще раз поднималась, говорю, как бы, как? То есть это запорное устройство было. Слушайте, я задумываюсь, сколько вот отсюда уже металла вынесли. Это же просто охренеть. Если каждая вот такая часть весит, ты представляешь, сколько? Такое произведение искусства, можно, да, сказать. Могли бы экскурсии водить, но, видишь, небезопасно. Все равно, если там в 100 раз превышает минимум отметка радиации, ну кто туда поедет? Отморозки только.
Есть 3 вида радиации, сейчас у них там излучение как радиоволна, а есть бета-альфа. Если они вдохнут крупицу пыли, сгорят в течение пару недель. Это люди нам, кстати, пишут, которые шарят за эту тему. Влагалище! Ты влагалище! Ты ничего мне не сделаешь! Блин, радиоактивным пеплом посыпает! Ты что, Соловьев или что? Да ну тебя нахер! Это остатки гермодверей, которые не успели украсть, мне кажется, за счет того, что здесь сложная геометрия, их просто было банально тяжело вынести. А что это такое? Это лаборатории какие-то или что? Это отсеки разные. Здесь находились часть насосов, часть, скажем так, оборудования, которое должно было быть изолировано. Боже, там какие-то трубки будут. Как бы я не особо разбираюсь в электростанциях. А ну идем на секунду, зайдем Я не глянем. знаю, что тут могло быть. Все скорее барабан-сепараторы здесь стояли. Идем Те глянь, самые зайдем. опасные. Саша, а ну. Пошли посмотрим. Я даже камера охренела от всего того, что Гермокабинет. происходит. Это кислород какой-то. Кислород или водород? Смотрите, трубочки тоненькие высокого давления. Ну, возможно, эта штука охлаждала реактор, но я, честно, в этом сомневаюсь, потому что охлаждением реактора занимался огромнейший другой механизм. Меня сегодня слышишь, Саша, Дима накормил этой здоровой едой своей, и у меня такое давление внутри поднялось, прямо избыточное сейчас идет. Так вот, кто газ спускает? Я думал, кто газ спускает сегодня? Газ. Это я. Вегетарианская колбаса, масло дорогое, которое 400 гривен стоит 100 грамм. Вот такие Сколько? дорогие масла, хлебы дорогие с полными семечками, орехами грецкими. А сколько там еще раз 1 гривня сейчас сколько стоит на наши деревянные? А? 3? Сколько? 103 рубля. 1 гривня сколько? Кто там с Украины, ребята, сколько? Ну, 2,5, 2,6. Примерно 2,7. Короче, где-то 2,7 рябчика нашего. Я понял. Буду хоть знать, а то и... Раньше я когда ездил в Одессу, было 18 лет, сколько лет назад? Почти 5. Я точно помню, что-то 4-5, если мне память не ошибает, что-то вот как-то в этом районе. А сейчас все. Все. Шкурками туда идут. Кстати, дорогие мои зрители, передаю вам привет. Да, потому что вас уже 17,5% с Украины меня смотрит. Очень приятно, ребят. Спасибо, что делитесь роликом. Я рад, что, несмотря на всякие вот эту вашу политику, вот эту каловые массы, мы все равно все вместе с вами. И главное, что неважно как, неважно где, главное, что вместе. Такие твердые очень на зубы. Так что, привет всем вегетарианцам из атомного реактора. Привет. Вегетарианцам из Привет, но я выучу язык потихоньку. Я потихонечку учу, там привет, вот это вот, это всякие вот эти вот выражения. Мне в чате пишут, а я учу потихоньку. Газ не спускайте. Интересно, где они сейчас находятся, вот реально. Да что ты брешешь? Так это что, радиоактивный пепел? Да, смотри, оно зашкаливает. Так мы уже получили непоправимый урон для здоровья. Ну, непоправимо еще нет. Лучше здесь долго не стоять и особенно не дышать вот этой всей пылью, потому что она попадает в легкие и там остается навсегда. 4 миллиона? 4 миллиона 800. Это 4 миллиона кого? 4 миллиона распадов. Эти мародеры, которые здесь воруют медь, они живут 5-10 дней буквально. Сколько? 5-10 дней. Это смертельный дозу здесь получают очень быстро люди, поэтому нам вообще нежелательно здесь находиться больше 5 минут даже. Уже 5 минут стоит. Да, А ну надо стой, уходить. давай померю Давай. своим. Ух ты, ё-моё. О, это жесть, ребята, это жесть. Это очень много. Вы учтите, что это вещество сильно пылит. Это вещество сильно пылит, это пыляка. Это значит, что мы это все вдыхаем. Ну ты еще ниже-то наклонись! Саша! Родной мой, ты вы что, совсем конченые, что ли? Ну, наверное, уйти надо оттуда. Вы чуть давай по очереди, сейчас давайте, я тоже сейчас наклонюсь. Вы что, пацаны? Заражаемся. С Усиком мне там нашего родного за это. Заразите там эти пылью, чи не пылью. Что, совсем, что ли? Да. Прекратите 600, исполнять. 700. Короче, это шкурки, те самые шкурки жженые, которые жгли провода, вот это мародеры. Видимо, они их вытянули прямо где-то возле реактора, они были сильно зараженные. И они их еще жгли, а ничего нельзя жечь. вообще. Уйдите с этого места, Христа ради, а Вот вы вам что и результат. творите-то? Бешеная радиация и Это радиоактивный шкурки пепел. жен мародеров. Камрад Дундук рюкзак потерял с плечей. Как можно рюкзак потерять, когда ты его на плечах несешь? Это надо умудриться. Камрад вас добивал, Пришел, возвращается. говорю, потерял. Говорю, что? Рюкзак. Так, Дундук. Знаете, в чем прикол? Не в том, что он рюкзак потерял, а в том, что он один пошел. Пацаны, я, конечно, прошу прощения, вас ничего не смущает, а он точно вернется назад?
Барыла. Барыльце. Как можно рюкзак с плечей потерять, дундук? Ну что же, радиация хлещет? Я боюсь. Держите его. Смотрите, друзья, мы обнаружили, мы увидели, в каком состоянии подвал. Вот все во льду, сейчас проверим, какая крепость замерзшей воды. Поехали. Ай. Ого! Так он вообще оно не то, что нормально, он тонюсенький вообще. Саша прошила его насквозь. Прикол. Как же так? Как же мы будем плыть? Непонятно. Давай. Ого, она вся ушла, там какая глубина. Ты видел, там метров 15. Она прям ушуршала туда. Капец. Но лед тонкий, слабый, вообще никудышний. Чем у тебя, говорит, батя занимается? Показываешь кусочек этого видео. Пожилая торпеда. Гляньте, пацаны, подожди, слышь, не голди на фоне. Гляньте, пацаны, что радиация наделала. Смотри. Глянь, провода. Вокруг провода металлического лед образовался. Глянь, по нему вода капала. Ого, крепкий. Прикольно такое облизать было, да? Ля какой он Хочешь полетать? Да на, попробуй. Не, А что ты боишься? Радиация, ты Да что, ты это не шо? шутки. Камрад, иди полежи. Да полежи. На. Лизать сказал. Сильнее лизать. А хочу и балуюсь. Хоть бы еще. Отлежи. Кого? Отлежи, быстро. Быстро отлежи. Отлезал, быстро. Отлезал. Слышите там на фоне? И радиация зашкаливает. Отлезал. Отлезал, быстро. Ты шо? А, ну фонит. Ладно, не лежи. Нет, смотри, превышение В смысле, серьезно? в 10 раз превышение нормы. Блин, а мы чуть не полезли. Миллион? В 10 раз превышение нормы. Хотя, подожди. В 12 раз превышение нормы. Вона, ты видел, как тут пожило дугой? Ля повыжигала шины, какие дыры. Да что ж тут происходило? Как замкнуло все это дело? Это от электричества? Да, это электричеством разрезало их. Он по КД пищит, да потому что они ходят, ёпта, в реакторе. Естественно, он пищит. Это во время аварии было, думаешь? Не знаю. Может быть и во время аварии. Или Запросто. после уже? Ничего не было. Сюда, сюда. Иди сюда. Смотри, что Отлезал, быстро. Смотри, что ты меня отлизывать заставлял. Давай, отлизывай. Радиацию буду лизать, или Отлизывай. что? Я ж не отсасывать, А сам ешь. отлизывай. Сам поешь такое. Нет. Я не буду лизать грязное. Ты меня видел, на что ты меня Будешь толкаешь? лизать грязно? Не буду. Думает, ёб твою мать. Ты скотина. Ребят, нужно вести себя серьезно, потому что это не шутки. Вы можете остаться инвалидами на всю оставшуюся жизнь. Все понял, все, не Мы и балуйся. так инвалиды. Пошли. Инвалид. Нам терять нечего. Все, пацаны, мы спустились в Чего, блядь? исторический подвал, в котором происходило наше легендарное погружение с аквалангом. Вон наш акваланг. О, сохранился шлем. Стой, только аккуратно, не понять, в каком состоянии лед. Весь подвал замерз полностью. Вопрос в том, какая крепость льда. Ну, лед сантиметров 10. Он вообще не трещит, ты смотри. Подожди, как ты видишь, что здесь... Ну вот, видно. Ты видишь воду или что? Ну конечно, вот, толщина льда. Он очень толстый. Ты видишь, что это первый слой, там 2 слоя. Смотрите, пацаны, вот все наши приспособы остались с нырка. Вон там снизу лежит блин. Это гантеля наша. Гантеля, которую использовали для утяжеления, помните? И вот главный реквизит шлем. Слышишь, что думаешь, насколько он крепкий, насколько он может далеко продвигаться в подвал? Я думаю, что без проблем может двигаться в глубину, и все должно быть супер. А есть какая-то, слышишь, житейская мудрость или есть какая-то методика? Рыбаки, например, как определяют крепость льда? Не стойте вместе, дебилы, в одной точке! Вот это главная мудрость! С детства учат! Еще попрыгай, постой! Ты вы что, блять, я пойму, у вас инстинкт самосохранения реально вырубился, что ли, у всех? Вы что там, это, гамма, чебета, шо у вас? Да. Вам вот умный человек говорит, уходите оттуда. Ну смотри, мы можем косвенно определять по треску. Если лед трещит, значит это уже опасно. Если он сильно трещит, надо немедленно уходить.
Саша, ты всю экспедицию угробишь. Прекрати. Лед может не трещать, он может сразу обвалиться и все. Просто и все. Все, если он начинает вдруг резко трещать, чтобы не Успокойся, Лех, это просто постанова. Брат, если они сейчас в водичку туда нырнут, они вот так уже там лижут. Все, что не попадя. провалиться, надо ложиться на него. Не стоять на ногах, а лечь. Опереться на 4 точки опоры, руки и ноги. Все, тогда давление на лед уменьшается, он трещать перестает, мы спокойно возвращаемся назад. Что там Слушай, происходит? давайте нас... Да, да. Пойдем, пойдем. Аккуратно, аккуратно, потому что я чувствую прямо как ото льда идет холод, холод. Тут очень в этом помещении холодно, потому что полностью все дышит льдом. Смотрите, пацаки, это гермодверь, вмерзшая в воду. Здесь мы проталкивали лодку по диагонали. Помните, когда она не проходила? Да. Иди сюда ко мне. Там личинка. Аккуратно, аккуратно. Вон он взносился. Да, сильно вращай. Сталкеры попали под реактор. Мама, я сталкер. Помнишь эту песню? Мама, я сталкер. Я танцую под реактором. Все, заправляй ее туда. Затягивай, затягивай его. Попу подталкивай. Затягивай его в реактор. Давай, что такое? Примерз, что ли? О, жопа оторвала. А, за провод. Давай. Да ножки его. Не-не, смотри аккуратно, чтобы не ушел под лед. Иди сюда. Смотрите, пацаны, видите, бочка под льдом. Под льдом бочка. Вот это да. Я такой первый раз в жизни вижу. Красиво как. Под нами глубина по шею. Если кто-то провалится, это стопроцентная смерть. Потому что сейчас мороз, минус 18 градусов сегодня утром был. Да. Это жесть. Я такое вижу первый раз в жизни. Это абсолютно прозрачный лед, смотрите. Это импорт. Как стекло. Прочный, твердый, ты на нем стоишь. Это что-то невероятное. Это круче, наверное, чем на Байкале, когда он замерзает. Что там? Вот толщина льда, 10 сантиметров. А как ты видишь Бона? Второй, видишь отражение? Да. Преломление света, вот. Да. И ты думаешь, что конец его? Да, 10, ну не 10, 8-9 сантиметров. И что это нам дает? Это много? Это очень много. Особенно такой прочный лед. Не, мы его разобьем, конечно, но в плане того, что безопасности, это безопасно, он под нами точно не треснет. Но при этом мы сможем его пробить для того, чтобы запустить дрон. Саш, ну что там? Ребят, это целая сеть тоннелей. Мы там можем бродить целый день. Они огромные, длиннючие. Там что-то неизведанное. Мы туда на лодках не смогли доплыть до конца. И сейчас мы вначале запустим дрон под этот лед, разведаем, что там под водой, на минус первом этаже. А потом уже пешочком пройдемся по этому льду. Мы взяли коньки. Саша, я прошу прощения. Дело, конечно, не мое, но лед он прозрачный. Саша, можно не запускать дрон, ты до дна все видишь. О боже. Саня. На коньках проедем туда и посмотрим, что же скрывается под Чернобыльским атомным реактором. Наконец-то мы туда сможем попасть, потому что вода замерзла, и мы можем пробираться по льду. Погнали запускать дрон. Итак же, друзья, мы сегодня решим, кто же из нас сегодня провалится под лед. Погнали.